Сегодня я покажу вам, как очистить друзу кристаллов от кальцита. Вот у меня есть несколько образцов. Смотрите, вот кристаллы граната, андродита, такого зеленовато-коричневого цвета. Ну, тут несколько вообще минералов. Тут вон и пирит есть, и эпидот. Но многие кристаллы скрыты вот под этой кальцитовой коркой, под этим слоем кальцита. Нам нужно от него избавиться. Или вот еще образец, тоже кристаллики граната, и их скрывает кальцитовая корка. Вот здесь на этом образце у нас кристаллы пирита и кристаллы эпидота. И чтобы убрать вот этот кальцит, мы берем соляную кислоту, которая продается в обычном хозяйственном магазине. Вот в данном случае она 14%. Она бывает от 5 до 15% концентрация. И заливаем наши образцы соляной кислотой. Оставляем на несколько часов или дней. Зависит от условий, от температуры окружающей среды, от концентрации кислоты. От этого будет зависеть скорость реакции. Ну и, конечно же, не забывайте про защиту лица и рук. Помещаем наш образец в емкость и аккуратненько заливаем соляной кислотой. Уже реакция пошла, кальцит начал шипеть. Все, наш образец полностью скрыт жидкостью. Реакция хорошая, шипит, пузырится. И, конечно же, это нужно делать либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, так как при реакции выделяется углекислый газ. Это может быть опасно для здоровья. Все, образец залили. Теперь оставляем его на какое-то время и посмотрим результат. Да, кстати, забыл сказать, если не удается найти в продаже соляную кислоту, можно воспользоваться каким-либо чистящим средством, которое содержит в своем составе соляную кислоту. Ну вот, например, что-то вроде этого антиржавчина. Вот здесь в составе мы видим соляная кислота. Но чем хуже вот эти чистящие средства, так как содержится загуститель и краситель, то они имеют вид такого геля. Ну, конкретно это имеет вид такого темно-зеленого геля. И когда опускаешь образец в этот гель, начинает идти реакция, пузыриться, но пузырики не лопаются, так как это гель. И получается большая шапка пены. И практически все содержание, вся жидкость превращается в пену. Доходит до самого верха, иногда выливается. Вот. И не виден как бы сам результат. И получается, образец лежит в этой пене, а не в самой жидкости, не в соляной кислоте. Так что, как бы в этом случае соляная кислота получше будет. Но, как бы, если нет альтернативы, то можно воспользоваться и этим. Вот так выглядел данный экземпляр до очистки.
Ну вот прошло 2 часа. Реакция была быстрая, хорошая. Вот наш образец с гранатом, с друзой гранатов. Кальцит весь ушел. И открылись какие красивые кристаллики гранатов. Ну, это, конечно, не такой красивый образец. Если бы здесь были гранатики красные или оранжевые или зеленые, было бы гораздо красивее. Но принцип понятен. Вот еще один образец. Здесь небольшая друзочка кристаллов эпидота. Тоже очистилась от кальцита. Ну и вот эта большая друза граната андродита с пиритом. Вот это белое, это что-то другое, видимо, не кальцит, потому что не среагировало. А от основной корки кальцита, конечно, экземпляр избавился. Вот гранат, эпидот. По характерной форме кристалла гранаты видно. Также не забывайте правильно утилизировать соляную кислоту после того, как воспользовались. Нужно в нее добавить соду или можно древесную золу. Она нейтрализуется и будет безвредной. Вот здесь, к сожалению, крайний кристаллик эпидота отлетел, который торчал. Вот он. А на этом все. Надеюсь, видео было интересным и познавательным. Пока-пока. Увидимся.